Привет, песеры, с вами Морж. 18 августа у нас на календаре, всего лишь неделька осталась до выхода eFootball 2023, который в принципе особо ничего не поменяют, хотя ходят слухи. Ну, во-первых, мы ждем все полное обновление трансферов, сегодня некоторые тоже сделали, Левандовский наконец-то оказался в Барселоне, в своем телеграм-канале я это все дело опубликовал, ссылка на него в описании, закрепленном комментарии, там же ссылка на мою личку, если тебе нужен донат с российской карты на Android, мобилка, то я с этим всем делом помогу. Ну и само собой, как нам и обещали, сегодня дали одно продление контракта на 60 дней, 22 числа дадут еще одно. Мало, конечно мало, но с другой стороны, дареному коню в зубы не смотрят, поэтому все это дело забираем. Пригодится. Я, как уже понял, в 22-ю часть сейчас и в 23-ю часть в будущем я буду играть очень малым количеством легенд, потому что контракты надо беречь. Ну и само собой, сегодня нам вводят легендарных игроков. К сожалению, фантазии Konami не хватает, чтобы ввести что-то новое, или, по крайней мере, что-то интересное. Они нам повторяют пак, там, где был Пирло, Оуэн и Коллер. Кстати, если вы помните, Пирло я поймал в тот раз, в этот раз посмотрим, кто нам будет выпадать. Что хочется вообще сказать по этим игрокам? Пирло, на удивление, оказался нахрен имбой. Вот как он мне не нравился в 21 части, так я от него кайфую в 22-й, ну и буду кайфовать в 23-й. Что хочется сказать по нему? Ребят, он вроде как имеет основную позицию опорный полузащитник, но не верьте слухам. Он центральный полузащитник, причем точно и четко. По стилям у него не все хорошо, зато какие у него прекрасные показатели по дриблингу, по контролю. Короче, реально охренительный. Плюс стандарты, плюс подкрутка. Пирло вот действительно, абсолютно как по-другому раскрылся в 22-й части по сравнению с 21-й. Вот он как Месси, да? Мне Месси тоже не нравился. В 22-й я от него кайфую. Вот с Пирло то же самое. По Оуэну что хочется сказать. Здесь интересно самое, что у него нету супер саба. Как вы знаете, на Оуэна именно многие ловили суперзамену и использовали его как суперзамену. К сожалению, сейчас поймать этот навык невозможно, вообще никакой невозможно. Так что мимо Оуэна я бы проходил. А вот на Коллере я бы останавливал свое внимание, потому что он не то чтобы супер-мега интересный, не то чтобы супер-мега имбовый. За него просто сам геймплей интересный. 202 сантиметра, огромная бандура, он дает, какие-то новые ощущения, назовем это так, в, собственно, матчах. И вот он просто интересен, он просто необычен, поэтому, в принципе, половить его стоит. Кроме этого, в паке есть отличный Родри, замечательный опорный полузащитник, есть Робертсон, есть Вератти, вполне себе неплохой. По остальным тут особо сказать нечего. Посмотрим, может кто-то мне и выпадет. Голдишки вроде достаточное количество, поэтому давайте открывать. Будем надеяться, что сегодня желтую заставку я увижу. Само собой, когда по обновлению будут какие-то новости, я вам буду сообщать. Есть Лига Испания, а из Испании... Что по мне? А мне нужны вообще без лиг, правильно, игроки? Да, ловлю я 5-звездочного игрока, это второй номер, Атлетико Мадридский. Это Хименес, насколько я понимаю. А мне нужны игроки, получается, без лиги, потому что Пирло от сборной Италии, Коллер от сборной Чехии и Оуэн от сборной Англии. Не знаю, почему не дать их от клубов. Коллер у нас вообще ни от какого клуба никогда не был представлен. Это немножечко странно. Можно было его от кого-нибудь заявить, но все же. Konami, так сказать, виднее. Так вот, как только, конечно, какие-то новости по 23-й части будут, я, естественно, вам буду все это дело сообщать, постараюсь не теряться. Вот. И, наверное, все-таки стоит сесть хоть за какой-то обзор, если Mounted Blade меня все-таки отпустят, потому что я там погрузился по полной программе и реально вылезти из этого не могу. Крутая игра, очень крутая игра. Так, Испания нет, Испания нам не нужна, нам нужны игроки без лиги. Без лиги, да. Я почему-то сначала не задумался, что эти ребята ни к какому клубу, к сожалению, не приписаны. Поглядим. Вдруг действительно что-то даст. Как обычно, я думаю, я паков 15 открою. Вот, нет, французская лига меня не устраивает. 6-й номер. Ты, конечно, молодец, но ты, конечно, не молодец. Мне нужно... Господи, нет вакантных мест. Сейчас, ребят, секундочку. Удалю игроков и продолжим. Продолжаем наше открытие. Поудалял я игроков. Может быть, после удаления игроков, кстати, когда-то ходила такая
байка, назовем это так, что, типа, перед открытием пака нужно несколько игроков поудалять. Да нет, Испания, ну почему Испания? Что несколько игроков нужно поудалять, причем желательно низкорейтинговых, и тогда с большей вероятностью тебе выпадет высокорейтинговый игрок. Фигня, конечно, полная, но люди любят во что-то верить, людям надо во что-то верить. А главное тут вера в то, что ты можешь повлиять на то, что ты не можешь повлиять. Снова Испания, да что ж ты будешь делать, 4-звездочный? Не, ну хотя бы не тройки дают с одной стороны, с другой стороны, заходя в онлайн, я вот, допустим, не вижу даже 4-звездочных составов. У всех 5-звездочные как бы, и получается, что вот как и в предыдущих частях, все 3-звездочные, 2-звездочные, 4-звездочные игроки, ну, практически выброшены из нашей игры, особо их никто не использует. Да, есть любители, так сказать, прям гурманы, назовем их так, которые любят собирать состав из низкорейтинговых игроков и, собственно, что-то им показывать в онлайне. Конечно, такие есть, но их крайне мало, а игроков огромное количество, и как-то жалко, что они, получается, просто вычеркнуты из игры, и максимум их цель в нашей игре, да, цель нахождения — это поймать их, квикнуть и получить какое-то количество опыта. Ну, давайте мне хоть одного игрока без лиги мне дадут, нет? Или все сегодня будут с лигами? Английская лига, нет, меня это не устраивает. Не устраивает меня английская лига, мне нужен игрок без лиги. Без лиги. Тем временем 10-й пак у меня открывается. Да, 5-звездочного игрока с одной стороны я поймал, но с другой стороны это абсолютно не то, что я хотел. Ну как насчет... Господи, так, деньги прилетели. Вот сейчас у меня должна быть реакция. Ой, денежки. Я даже знаю, от кого они прилетели. Собственно, есть у меня человек, который даже не спрашивает, просто берет и присылает. Ну что ж, привет тебе, человек, который даже не спрашивает, а просто берет и присылает. Вот, имя твое я называть не буду, но я думаю, ты понял, что я говорю именно тебе. Да, сейчас по копанию допишу, конечно, сделаю тебе донат. Никаких проблем не будет. Миколенко мне выпадает, мой землячок. Кстати, очень неплохая карточка, когда я собирал состав недорогой, в исповеди новичка, Миколенко я брал на левого защитника. Вполне себе неплох. Снова лига, ну хватит, Konami, ну хоть одного игрока без лиги мне дадите. Или тут кроме, собственно, этих легендарных игроков, без лиги игроков и нету. Может, кстати, на самом деле так и есть. Хрен его знает. Пожалуйста, давайте лиги не будет. Угу, Франция, да, такс. Моффи мне выпадает, не знаю я такого товарища, ну ладно, а паки потихонечку заканчиваются. Не знаю, мне кажется, больше 15 открывать смысла особого нет, потому что видео получается длинным, и, собственно, люди не особо любят длинные видео смотреть. Англия, 4 звезды, ну не то, вообще. Последний пак, последняя надежда на то, что мне кто-то выпадет. В принципе, Пирло у меня есть на другом аккаунте, именно эта карточка. И, ну, можно подумать про запиливание обзора, там и команда сыграна, и игроки прокачаны. В общем, подумаем. Англия. Да, сегодня я обойдусь без легендарных игроков, к сожалению, Диало мне выпадает. И 15 паков, все в никуда. Один 5-звездочный игрок, это был Хименес, а больше ни хрена хорошего мне не дало. Остальные рейтинги от 78 и ниже. Надеюсь, вам в этих паках везет больше. На вопрос, стоит ли ловить отсюда кого-то, стоит ловить Пирла, потому что он реально офигительный. Стоит ловить Коллера, потому что это необычный геймплей. Ну а Оуэн... В 22 части что-то он меня не впечатлил. Напоминаю, что полезные ресурсы в моем закрепленном комментарии и описании. Донат из России тоже, ссылочка там же. Если нужно, пиши. На этом, ребят, прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.